ребята, приветствую всех любителей Таро на моем канале. Сегодня вам хочу представить к обзору новинку этого года. Называется она Таро Хиртис. Хиртис — это новое издание от французского дома Аркана Сакра. Ранее у меня не было колод от этого издательства, вот решила исправить данную ситуацию. И сегодня с вами буду делиться впечатлением об этой, на мой взгляд, потрясающей колоде. Однозначно могу сказать, она зайдет не всем, но тем не менее меня она крайне впечатлила. Итак, давайте смотреть, что же за продукт, что он из себя представляет. Кому подойдет, кому нет. Ну и в принципе вы сможете сложить свое собственное мнение относительно и автора, и дома, который издает эти колоды, и французского взгляда на эти вещи. Что мы видим? Шикарный бокс. Бокс такой же стандартный, как у Таро Левелин, издательства Левелин, потому что в таких же больших коробках. Качество потрясающее. Заявленная рекомендованная стоимость, как вы видите, 32 евро. Я не помню, по какой стоимости приобретала я данную колоду, потому что я брала несколько колод сразу. Но я думаю, плюс-минус где-то так оно колеблется в этом диапазоне. Вот адрес дома arcanasacra.com. Если вам будет интересно, можете зайти посмотреть, полистать, найти для себя массу интересного и, возможно, что-то приобрести. Итак, на что хочу обратить внимание. Во-первых, качество изумительное. Я скажу честно, есть чем сравнить. Я думаю, вам тоже. У меня немало колод, но здесь просто, знаете, как детали в мелочах. Сейчас объясню, почему. Во-первых, смотрите. Сама по себе колода извлекается при помощи шелковой нити, но лежит еще, как вы видите, в боксе в отдельном, то есть который вы, например, можете брать с собой в дорогу. То есть отдельная коробка, что дает большой жирный плюс. Но сейчас хочу к нему попозже вернуться. Посмотрите, насколько все качественно произведено. Это не реклама, это просто дикий восторг, потому что сама по себе колода, сам по себе бокс — это уже произведение искусства. Я понимаю, что многим не зайдет эта тематика, но выполнена потрясающе. Поэтому здесь просто могу сказать браво, потому что я действительно крайне редко могу встретить такие вот качественные вещи. Причем, обратите внимание, ничего там не на соплях, все качественно и проклеено, и прошито. Супер. Здесь реально респект. К боксу вернемся чуть попозже. Давайте посмотрим на саму литературу, расскажу немножко о колоде, и потом будем ее рассматривать. Итак, идет у нас мануал, как вы видите, к данному Таро. Первое издание было в 2020 году. Это уже повторное издание 2022 года. Итак, Хиртис. О чем же у нас здесь идет речь? У нас здесь рассказывается о девушке, о авторе Глэдис Хюло, которая себя позиционирует, это ее авторский псевдоним Хиртис. Она решила воплотить свои видения в Таро, а непосредственно и часто приходили сны, где она себя видела в качестве человека андрогина и решила эти образы перенести на карту Таро. Что такое люди-андрогины? Ну, для тех, кто не знает, то есть это воплощение мужского и женского, то есть когда одновременно в человеке в равной степени и женские, и мужские качества. Психическая андрогинность, конечно, может выявляться по высоким показателям одновременно и по шкалам мужественности и женственности. И, знаете, как в паролевом поведении. Потому что здесь человек не может определиться. Он, знаете, как не подходит под определение ни маскулинной, ни феминной гендерной роли, которая сформировалась в том обществе, где он находится. Поэтому таковых людей называют андрогинами. И вот автор себя и свой персонаж, который она называет, который будет проходить через все арканы Таро, которые вы увидите, она подает в качестве андрогина, то есть это такой вот мальчик, мужчина, который будет в каких-то арканах все-таки в более мужской роли, на каких-то в более женской роли, а где-то, как я говорю, будет бесполым. Ну, в общем, это вы сейчас увидите.
Полиграфия прекрасная, все потрясающе, запах невероятный, потому что я даже не знаю, как это объяснить. Я очень люблю запах свежей полиграфии, особенно глянца. Но здесь, знаете, это как будто еще добавлен какой-то парфюм. Это сложно передать, это, возможно, французский шик, но пахнет потрясающе. Итак, краткое, как я говорю, введение она рассказала, что ее сподвигло на это, и пошли у нас старшие арканы. То есть помимо того, что здесь идет визуальный ряд, то, что помогает, допустим, новичку видеть, что это за аркан, его описание, но здесь она в большей степени будет подавать информацию не с позиции значения, как мы привыкли, потому что основной посыл автора заключается в том, что вот этот ее персонаж, которого называют Каликст, не знаю, почему такое имя она ему дает, но тем не менее. То есть она здесь несет такую, знаете, как подачу каждого аркана, что в этом образе соединяются три основы. Это психологический, это духовный анализ. То есть идет три основных режима функционирования человеческой психики. То есть ментальный поток, инстинктивный поток, эмоциональный поток. И все это у нас, знаете, как чередуется, повторяется в зависимости от того, какую роль играет человек. Изначально суть этого проекта, который она нам представляет, да, этого проекта Таро, заключалась скорее в художественном подходе к иллюстрации, нежели в теории, которую она уже потом изучала и вкладывала, прописывала арканы, вкладывала свой посыл. Но, тем не менее, здесь она будет, помимо того, что прописывает составляющую психоэмоциональную, у нас в конце книги она еще будет подавать, как она это видит с точки зрения психоэмоциональной диагностики и прогностики на Таро. То есть сейчас я вам просто показываю быстренько, мы сейчас вернемся к самой колоде. Здесь о картах, и в конце, сейчас хочу дойти до этого раздела, автор как раз озвучивает нам, каким образом она рекомендует использовать карты. То есть можно с позиции прогностики, да, прошлое, настоящее, будущее, можно как считывание каких-то психологических блоков, эмоциональной составляющей. То есть это в первую очередь как инструмент для самопознания и контроля. Это как основная задача, основной посыл, то, что она дает в этом инструменте. Ну, давайте познакомимся с самой колодой. Итак, вот такой вот бокс. Как вы видите, да? Обратите внимание даже, как он выполнен внутри. Ну, для меня, честно, это произведение искусства. Это настолько красивая, шикарная подача. Ну, редко где такое встретишь. Я не могу вам передать, но колода обладает какой-то сумасшедшей энергетикой, действительно шикарная подача. Я не знаю, ощущается ли вам это через экран, но это просто что-то фантастическое. Поэтому даже если вы не особо любите марсельское таро, вам не нравится эта система, я вам рекомендую приобрести эту колоду как жемчужину в коллекции. Это не с позиции, знаете, как будто там реклама. Все эти колоды я покупала сама. Издательство мне за это не платило, это рекомендую вам искренне от души. Посмотрите на качество карт, какая идеальная вырубка. Карты просто, ну это произведение искусства. Они чуть больше стандартного размера, но при этом прекрасно ложатся в руку. Я могу сказать так, они шире. У меня всегда под рукой моя рабочая лошадка Таро неба и земли, поэтому буду вам пытаться показывать, что вы могли сопоставить, сравнить и понять, о чем идет речь. Видите, она чуть-чуть выше, буквально пару миллиметров, но при этом значительно шире. Колода у нас имеет двухстороннюю глянцевую ламинацию, поэтому шикарное качество, прослужит она хорошо, и она рамочная. Карты подписаны на французском, то есть для кого-то это, возможно, будет проблемой, для кого-то нет, но тем не менее. Обратите, рамка, нумерация аркана, подписана маг. И здесь, ну, если вдаваться в детали и описывать
суть арканов, смысл, что она вложила в аркан маг, то здесь мы видим человека, мага, который воплощает в себе идею, зачаток, несотворенное. То есть здесь мы видим человека, который состоит из 3 основных потоков. То есть, как она уже озвучивала, интеллектуального, инстинктивного и эмоционального. И вот маг отдает предпочтение эмоциональному потоку, потому что, ну скажем так, с ее подачи он олицетворяет непосредственность, молодость, некоторую откровенность, но вместе с тем это человек умный, искусный, это гениальная личность. Карта всегда сообщает о новизне, инициативе. Она предлагает вам рассмотреть наличие потенциала у кверента или у вас, если вы смотрите на самого себя. Поэтому здесь он представлен иллюзионистом, который выполняет свое действие с помощью вот этих вот, знаете, как я говорю, знаков, да, то есть пытается каким-то образом загипнотизировать, ввести вас в состояние транса. Здесь вот это прообраз этого волшебника, который вы видите, человек, который создает процесс созидания, открытия, потому что он перед зрителем, знаете, как принимает, как показывают эти вот арканы, вот эти вот антенны, вот эти вот молнии, которые якобы от него исходят. Это форма бесконечности. Эта магия заключается в отсутствии физического контакта с инструментом, потому что, по сути, он ничем не руководит. Он управляет психикой людей. Это попытка сформировать электромагнитное поле, которое он генерирует при подаче энергии. Потому что здесь, ну, это своего рода, знаете, как ситуация, которая окутывает исполнителя мистической аурой. Пустота, из которой он создает нечто прекрасное. То есть это то, что вот прописывает нам автор. Прошу вас обратить внимание на то, что здесь у нас нумерация начинается с мага, потому что это по системе Марсельского Таро. То есть у нас дурак будет 22-м, он же нулевым. Опять жрица. Ну, жрица, как вы понимаете, это интуиция, это таинство. И в основу автор взяла Хеди Лемар. Это американская, она была и актрисой, и в свое время она, помимо всего прочего, еще занималась разработками, работала как в тайных организациях. Почему? Потому что здесь Хеди Ламар, она была женщиной-ученой. Во время Второй мировой войны она изучала какие-то данные, которые поспособствовали появлению в наше время систем дистанционного управления. Ну, то, что мы привыкли называть Wi-Fi или Bluetooth. Связь по волнам. Опять же, императрица. Ну, это женщина, которая у нас соединяет, она владеет и тайнами Вселенной, духовных сил, которые лежат в основе, но вместе с тем властвует над земной жизнью, потому что здесь она представляет собой одну из самых могущественных фигур вместе, ну, наряду с другими арканами. Император. Ну, естественно, это символ власти, олицетворение отца, любая форма защитника, потому что здесь эта задача его заключается, как видит автор, в общительном характере. Она делает акцент на материальное благополучие, потому что здесь император является, знаете, как специалистом, экспертом в реализации какого-либо проекта. Это выражение, знаете, как серьезного, даже сурового лица напоминает о необходимости тщательного обдумывания любого шага, любого действия, потому что несет с собой, ну, какие-то колоссальные последствия. Но посмотрите, вот вам этот образ андрогина, да, в женской ипостаси и в мужской ипостаси. Хотя в основу, сейчас давайте вернусь, взят за образ фотография самого автора, и она наложила на себя черты Дэвида Боуи. И получился вот такой интересный портрет. Так, ну, дальше, как мы видим, жрец. По жрецу, я думаю, тоже здесь все понятно. Представитель верховной власти, духовенства.
И здесь, как нам показывает эта карта, в характере первосвященника мы видим разумного человека, который в первую очередь контролирует инстинктивное «я», эмоциональное «я». Это нам представлено двумя монахами, инстинктивное и его эмоциональное. И замок, вот который мы видим, да, внизу карты, он как раз и намекает на божественную тайну, которую жрец собирается открыть своим ученикам. Так, а вот здесь карта имеет несколько другое название. Почему? Потому что она называется не влюбленный, она называется любовник. Потому что здесь, как прописывает автор, одно тело и две головы. Одна голова хочет цветов, простой жизни, а вторая хочет роскоши. Видите, здесь кольца, украшения и жизни по расчету. То есть это как попытка выбора, попытки объединить абсолютно все то, что хочется в жизни. То есть, но так как это не удается, то приходится делать сложный выбор. Видите, как она пытается здесь разъединить. Далее, что мы здесь у нас видим по колеснице? Колесница, она считается числом совершенства, число 7, символизирует триумф, успех и перемещение. Поэтому здесь это в первую очередь вопрос производительности. Колесница символизирует приобретение знаний, любого престижного блага. И здесь, как Каликст, вот этот вот ее герой, которого она назвала, изображает принца, который управляет воздушной колесницей, запряженной двумя розовыми павлинами. Выбор этого персонажа представляет идею престижа. То есть здесь этот персонаж занимает высокое место в социальной иерархии, но еще не самое главное. То есть по принципу есть куда стремиться, куда расти. И как следствие карта передает нам идею прогресса и вознесения, потому что павлин символизирует красоту, силу, трансмутации. Ну и здесь это в принципе, знаете, такой символизм двойственности. Почему? Потому что это, как я говорю, когда переплетается эмоциональное «я», ментальное «я». И здесь это образ символизирует движущую сущность. То есть одна эмоциональная, одна все-таки инстинктивная. И вот этот принц должен овладеть своими зверями, чтобы продолжить свой путь и воплотить ментальные цели, задачи, ментальное «я». Немножко сложно, я понимаю, что немножко, знаете, это как, может быть, в чем-то перемудрено, но я восхищаюсь этими образами, этой подачей, этими, ну, не знаю даже сказать, как произведениями искусства. Очень красивые карты, не каждому заходит, но энергетика действительно у них сумасшедшая. Итак, как и положено по системе Марсельского Таро, на 8-м месте у нас аркан справедливость, он же правосудие. И здесь, как мы видим, нарисованный в мантии магистрата, прямой резкий силуэт этого персонажа. Калиста разрезает вот как бы карту этим клинком, потому что он ведет трибунал. Он расширяет свою вертикаль власти. И карта, знаете, как показывает, что она основана на понятии двойственности, на хрупком равновесии. Вот ситуация застыла в какой-то ледяной неподвижности. Все зависит от этого человека и его справедливого решения. То есть это закон, строгость, целеустремленность. И один его, знаете, как неверный шаг, и чаша весов будет перевешена. То есть в одну либо другую сторону. То есть нужно быть непредвзятым, нужно быть справедливым. Так, ну аркан отшельника у нас, как мы видим, традиционно представлен зрелым мужчиной, который у нас здесь скромно одет. Он один, он, как мы видим, изолирует себя, чтобы следовать своему собственному пути, потому что данная карта символизирует поиск знаний, истины с помощью самоанализа. То есть, видите, человек здесь закрылся, как в своей пещере, для того, чтобы медленно, глубоко продвинуться к конкретному, твердому, прочному результату. И вот здесь этот Каликст воплощает в себя отшельника в состоянии ухода в себя, в форме эмбриона. То есть подобно зародышу, который связан с матерью, да, вот он изолирован, защищен от внешнего мира и связан с питающей его абстрактной вселенной. Вот поиск себя здесь представлен в виде медитации.
И фонарь и дорожка сменились теплым заточением розовой комнаты, освещенной пламенем золотой люстры. Потому что, как показывает данный аркан, здесь, если вы обратите на это внимание, этот отшельник заинтересован в духовной интеллектуальной пище, нежели в земной. И вышитый глаз посредине его свитера символизирует всевидящее око, то есть абсолютное знание, единственную цель, к которой он стремится. Колесо фортуны, вот такое нестандартное, интересно такое по своей подаче. Числом 10 колесу фортуны, да, соответствует начало нового цикла и представляет собой целое в движении. Слово «колесо» относится к человеческому изобретению и, в принципе, символизирует человеческую изобретательность и творческий интеллект. Хотя, между тем, слово «фортуна» относится к понятиям провидения, судьбы и случая, то есть 3 сил, которые ускользают от человеческого понимания. И вот противостояние этих 2 терминов связывает человеческое и божественное, как и подает нам автор. То есть она пыталась это изобразить как противодействие одного второму. Здесь мы видим, что Каликст, этот ее главный герой, воплощает в себе 3 существ, которые развиваются в ритме этого колеса, следуя ходу неизменного цикла жизни, связывая взлеты, падения, успехи, поражения. То есть 3 существа символизируют 3 разных «я». Я инстинктивное, я эмоциональное, я ментальное. То есть, по сути, видите, та же самая идея идет через красной нитью через все арканы. И как следствие, что мы здесь видим? Чтобы бодрствовать, чтобы человеку быть постоянно, как говорится, на пике своих возможностей, нужно постоянно двигаться, движение. Только так человек сам себе может помочь выйти из какой-то застойной ситуации. Так, теперь у нас с вами идет аркан «Сила» под 11 номером, потому что, повторюсь, идет по системе марсельского таро. Вообще такая интересная специфика и подача. Так вот, сила указывает на волю к действию и на то, как увеличить свою силу посредством самоконтроля. То есть в традиционных образах, насколько мы помним, там женщина открывает пасть зубастого льва, женщина овладевает опасным животным. Здесь же, в этой версии Таро Хиртис, что мы видим? Здесь сцена происходит на борту корабля и показывает игру в армрестлинг между духом, воплощенным в Каликсте, и инстинктом, который воплощен в высокой такой мускулистой трансвеститной маске зеленого льва. Ну, то есть такой вот нестандартный подход. Таким образом, соотношение размеров и силы 2 противников указывает на трудность испытания, из которого дух все же выходит победителем. Сила приходит на смену колесу фортуны, и на этом этапе субъект полностью осознает характеристики и ценности своей личности, которые он учится окончательно использовать для достижения совершенного самоконтроля. Но при этом человек соблюдает баланс между разумом и инстинктом. И вот мастерство этого тонкого баланса между различными потоками личности, оно достигается только ценой длительного самоанализа. Потому что здесь это равносильно, знаете, как спуститься в глубины себя, найти нерушимое ядро, на котором вы сможете построить новую личность. Потому что именно эта фраза обозначает процесс трансформации и возвращения бытия к самому сокровенному ядру человека. То есть пойми, кто ты, кем тебе нужно быть в жизни, чего ты хочешь от жизни. То есть это, знаете, как бороться с самим собой. Повешенный. Ну, здесь в элементарном смысле карта указывает на блокировку, ожидание, отречение, одиночество, потому что здесь это период смирения, изменений, эволюции. Конечно же, в положительном ключе карта раскрывает такие ценности, как восприимчивость, гибкость, дух приспособления. Ну, в негативном контексте это будет печаль, сомнение и разочарование. Каликст воплощает здесь артиста цирка, который играет роль птицы, пойманной, ну, в той же позе, как и повешенный, да, в традиционной прорисовке. И здесь, как повешение, это разыгрывается, то есть он не страдает, он может пробудить себя, знаете, как и выбраться из этих лент. Но человек здесь играет определенную роль, которая ему удобна.
смерть. Ну, смерть, конечно же, как мы видим, это не смерть физическая, да, это просто перемены, это трансформация, это обновление. В версии этого Таро мы видим здесь такого мрачного жнеца с исхудавшим телом, которое сильно отличается от традиционных образов Таро. Здесь автор в первую очередь нам подает ситуацию трансформации, потому что если вы увидите, вот из-под юбки этой смерти вылетают бабочки, как трансформация, как идея, которая ассоциируется со смертью, указывает на хрупкость жизни, но само и присутствует, синтезирует метаморфозы, возрождение, и это она пытается передать в своей карте, что все циклично, все меняется, и смерть, и рождение. Умеренность. Ну, по умеренности, естественно, здесь равновесие энергий. Традиционное представление изображает у нас ангела с двумя кувшинами. Да, здесь же мы видим Каликста, который такой загримированный ангел с обнаженным торсом, официант ночного бара, наливающий вино и воду. Он носит золотые и серебряные перчатки, вызывая как бы, серебро, назову это так, связанное с Луной, и золото, связанное с Солнцем. То есть он символизирует переход из одного состояния в другое, от тьмы к свету, от невежества к знанию. То есть он представляет собой последнюю стадию эволюции тела в чувственном и эмоциональном мире. Потому что здесь умеренность провозглашает открытие в высший мир, мир разума, воображения и абстракций, где она, по сути, проходит последний цикл эволюции. Дьявол. Это физический персонаж, который олицетворяет зло. Он, как вы знаете, безраздельно у нас властвует над царством теней, ночи и тайн. И здесь, если мы увидим то, что нам изобразила автор, то, как вы видите, здесь два существа, прикованные по обе стороны от дьявола, которого они почитают. Носят они маски звероподобных существ с разинутыми ртами. Их отношения вызывают удовольствие в подчинении. На троне начертан девиз «Деньги, успех, слава и гламур». Я не знаю, вот насколько хорошо вам видно через эти цепи. То есть это идет отсылка к одноименной песне, которую она, скажем так, услышала в фильме «Праздничный монстр». Потому что здесь она увидела вот эту вот идею, что никто не должен забывать, что дьявол всегда побуждает человека ослабевать перед его лицом первичных импульсов и его пристрастий. Если, скажем так, вы понимаете свои зависимости и можете в себе их, скажем так, преодолеть их, контролировать, знаете, как ничто вас больше в жизни не остановит, потому что эта карта, она предлагает выйти вам за свои собственные пределы, пределы зависимостей, чтобы построить себя, чтобы воспитать в себе этот внутренний стержень, потому что здесь раскрывается личность, которая утверждает себя в своей неповторимости, в своей новой ипостаси. Вот эта 15-я карта Таро Дьявол, она же имеет ядерное число, как первооснову, числа 6, которое соотносится с арканом Любовник в этой колоде, где человек должен научиться делать решающий выбор. Так вот, дьявол, высший дух, связан с познанием оккультного мира и указывает на дух, ведомый знанием. И его выбор делается во всей ясности. То есть выбор, после которого нет пути назад. Башня. Вот, посмотрите, какая интересная подача. Ну, как бы самый страшный аркан, как видит ее, возможно, автор. Здесь она изображает традиционные образы, да, потому что вот один мужчина лежит на земле у башни, другой готов, так сказать, вот, падать с башни, а следующий наблюдает за всем этим падением, за этой вспышкой, за всем происходящим. Так вот, вот эта карта представлена как комикс, в котором она этого своего, как это сказать, Каликста воплощает молодого
Бога, который экспериментирует со своими силами. То есть его глаз – это всевидящий глаз, который пронзает увенчанную короной крепость через увеличительное стекло, через которое он наблюдает за волнением крошечных людей. То есть эта сцена резюмирует такую цитату: «Бог – это веселящийся ребенок». Потому что мы видим, что вот у нас здесь падают и лежат люди в виде марионеток. И видите, этот пейзаж запустения после краха указывает, что все может рухнуть воедино. Потому что по этой карте у нас проходит крах старых убеждений. Напоминает нам эта карта о том, что тщеславие и гордость очень часто подрываются в необходимом процессе личной эволюции и духовном возвышении. То есть крушение всего, крушение устоев, взглядов на жизнь. Звезда. Такой интересный здесь товарищ у нас изображен. Что мы видим здесь? Звезда – источник энергии, да? Звезда излучает сама себя. Будучи собственным светом, она символизирует интуицию, надежду и веру. Озаряя ночь – это, по сути, проводник, который положительно влияет на судьбу тех, кто умеет его слушать. Потому что звезда превозглашает судьбу, которая работает в пользу кверента. Так вот, что мы здесь видим? Первооснова числа, либо, как пишет автор, ядерное число, может, некорректный перевод, но тем не менее мы получаем цифру 8, да, то, что символизирует силу. Это число совершенства в бесконечности, ситуация, которая вас окружает, потому что здесь, видите, этот каликст появляется с двумя садовыми шлангами, с помощью которых он предлагает земной природе воду, в которой она нуждается, а вот поднятая рука к небу, которая как опущена немножко к земле, она является непосредственным передатчиком жизненной энергии небесного мира в земной мир. То есть его нагота является такой вот метафорой наиболее прямого выражения интуиции, которую Юнг определяет как знание, возникающее, знаете, так неожиданно, ослепительно. И здесь основное значение по аркану, то есть ты под путеводной звездой, верь в себя. То есть энергия Вселенной тебя питает, у тебя все получится. Луна, посмотрите вообще. Я не знаю, это, говорю, сложно передать, но карты сумасшедшая энергетика. Я не знаю, вы, наверное, не почувствуете уровень этих вибраций, но они реально потрясающие. Так вот, Луна связана с тайной, с иррациональным. Она ассоциируется с творческим воображением. Она предостерегает таролога от ошибочного восприятия реальности, которое иногда может привести его к идеализации или фанатизму. Что мы здесь видим? Каликст у нас появляется в задумчивой позе, держит в руках сферу, которая представляет Луну. Такую вот, видите, как новая Луна, назовем это так. И когда Луна освещает лицо, тот же самый свет вырезает темную таинственную фигуру. Видите? Вот, которая здесь отсвечивает, которая держит полумесяц нового лунного цикла. То есть 3 фазы трансформации, вызванные этой версией, напоминают, что Луна воплощает в себе любую идею цикла и трансформаций, вызванных течением времени. 18-я карта имеет первооснову 9-го аркана, то есть отшельника, то есть вибрации которого указывают на потребность в обновлении, интроспективном сосредоточении. Почему? Потому что в первую очередь это как быть в поиске, это найти ответ в глубине самого себя. Потому что карта представляет самые темные земли личности, самые темные уголочки. И выдвигает на первый план зарытые раны, предлагает осознать их. Почему? Потому что здесь мы их преодолеваем сквозь свои страдания и завершаем процесс индивидуализации. В конце процесса кверент может получить осознание различных частей своей личности, примет их, примеряет их, перестраивает себя, чтобы достичь более высокой стадии своей эволюции. Поэтому такое значение. Опять же, Солнце. Солнце в первую очередь влияет на нашу психомоторную деятельность. Почему? Потому что оно возвещает у нас и прояснение ситуации, символизирует всю раскрытую истину и освещает наш жизненный путь. Но иногда вынесение правды на свет может успокоить и наполнить радостью, а может и дестабилизировать, потому что
откровение или вот внести ясность, пролить свет, может поколебать твердо устоявшиеся убеждения. Солнце здесь у нас в первую очередь представляет разумное понимание любой ситуации. Почему? Потому что человек становится способным контролировать свои инстинктивные и эмоциональные импульсы. Соответственно, здесь идет также единение женского и мужского вот, в одно «я». Что мы получаем по факту? То есть это слияние мужского и женского. Это комфортное существование. Это, знаете, как сублимированный светом солнца. Ментальное я, инстинктивное, эмоциональное. Ну, то есть, знаете, как целостный человек во всей своей ипостаси. Далее, что мы видим по аркану Суд? Как мы видим по этой карте, это идет изображение вот под низким углом, протянутые руки, и изображен ангел-посланник, обрамленный солнцем, освещающим ночь. Ну, немного похоже, да, на классическую прорисовку, но какая у нас здесь идея, что несет нам здесь автор? Она указывает на, в первую очередь, то, что ангел доносит Кверенту через таролога, через проводника о том, что Кверент преуспел в своем возвышении, что он восприимчив к высшим силам, что он уже контролирует себя, все свои составляющие. Его знающий ум рассуждает объективно. Он достиг мудрости, осознанности, возвышения и фактически, знаете, ну, как человек проживает новую жизнь. Это возрождение, но с новым опытом, с новыми знаниями. Далее, аркан Мир. Здесь у нас, как мы видим, мир обозначает все энергии или богов. Карта указывает на то, что достигнута кульминация личной духовной эволюции, потому что индивид активно воздействует на материальный мир в своей самой абсолютной гармонии во Вселенной. Автор здесь доносит у нас ситуацию, что на этом этапе человек овладевает своими 5 физическими чувствами, а также 5 духовными чувствами ясновидения, интуиции, яснослышания, памяти и воображения. И это позволяет ему подключаться к самым тонким вибрациям души. То есть Вселенная, выраженная этой картой, указывает на то, что мысль индивидуума, то есть каждого из нас, активно воздействует на материальный мир в самой абсолютной гармонии со Вселенной. Вот такая вот подача. И здесь дурак. Единственная карта, которая не связана как бы ни с каким числом. Тут даже, видите, не присваивают порядковый номер, 0 либо 22. Потому что дурак, он воплощает маргинальность, трактуемую здесь обрамлением образа. То есть здесь этот Каликст показывает только часть своего лица, как бы нам намекая на то, что он отказывается быть принужденным к кадру, где все остальные фигуры позируют мудро и взаимозависимо. Его взгляд умный, он относится к всевидящему глазу, но напоминает нам, что несмотря на восприятие, которое общество, да, имеет о нем, он все видит, все понимает и играет в те игры, которые для него сейчас являются актуальными либо удобными. Здесь это в первую очередь молодость и преданность, характеристики, которые общие для всех факторов дурака. И основная цель, основная задача по этому аркану – это, знаете, как жонглировать своим миром, крутить его на своем пальце, свободно нарушать ход любого движения, делать так, как ему заблагорассудится, потому что основная его задача по жизни – играть. Вот такое у нас такое интересное видение старших арканов Таро. Далее у нас идут масть жезлов или помад. Здесь, поскольку вы понимаете, что это у нас марсельское Таро, здесь у нас не будет прорисовок, здесь у нас будет по принципу там 1 помада, 2 помады и так далее. Ну или это, чтобы вы понимали, это жезлы, да, 1 жезл, 2 жезла. Подача в любом случае интересная,
трактовки идут стандартные, если вы знаете первооснову. Почему? Потому что ничего нового для себя вы здесь не подчерпнете. Потому что вот двойка жезлов, тройка жезлов и так дальше. Пошло-поехало. Здесь вы можете опираться только по ситуации либо на свои собственные базовые знания, либо на то, что прописывает автор. Так, потому что, как мы видим, тут вы этого не поймете по прорисовке, это нужно знать базу, да, потому что тройка жезлов – интуиция, успех, который связан с завершением проектов. Четверка – это защита, которая нам дает как бы Вселенная, это стабильность, это, знаете, как ситуация, которая вам заставляет чувствовать себя в зоне комфорта. Ну и также у нас по всем остальным арканам. То есть я сейчас быстренько пробегусь, потому что основу я хотела вам озвучить и дать по старшим арканам. Во всех остальных случаях, вот у нас идет паж жезлов, рыцарь жезлов, королева жезлов, король. То есть трактовки у нас стандартные, ничем они не отличаются здесь от классики, потому что все, что меняется, это только концепция и подача визуального ряда. Повторюсь, это по системе марсельского таро. Это у нас пошли чаши шампанским. Так. Для новичков может быть сложно, да, потому что кому-то проще ориентироваться, когда есть визуальный ряд. И вот у нас он. Паж чаш, рыцарь чаш, посмотрите, какой гламурный красавчик. Королева чаш и король. Масть мечей прорисована, подана в такой подаче. Но в любом случае, знаете, говорю, не скучно, смотрится очень интересно, даже когда вот просто прорисованы так, десятка мечей. Так, паж мечей, рыцарь в образе самурая, королева, король. И пошла у нас масть пентаклей. Паж пентаклей, новый опыт, навыки, знания. Рыцарь пентаклей, стабильность, взвешивание планов. Королева пентаклей и король пентаклей. Не знаю, понравилась ли вам эта колода. Я, если честно, от нее в восторге. Она просто меня потрясла, поразила своей красотой, своей подачей. Знаете, как не такая, как все, необыденная. То есть уверена, с ней будет очень интересно работать. Попробую ее в недельных раскладах. Ну, в принципе, в работе, видите, уже привыкла, кладу не так, как надо. В работе на просмотр других вопросов и тем. Потом со временем дам обратную связь в Инстаграм, как она у меня работает, нравится ли она мне в работе или нет. Если у вас есть такой инструмент, то пишите, как вы с ним взаимодействуете, нравится ли вам и, скажем так, довольны ли вы этой колодой. Но я вас искренне благодарю за внимание, жду от вас комментариев, жду от вас обратной связи. С вами не прощаюсь и до новых встреч.